Здравствуйте! Сегодня я проведу урок с wellness-массажа. Для начала нужно определить, что такое wellness-массаж, чем он отличается от других массажей. Wellness-массаж предназначен для расслабления. В первую очередь на уровне нервной системы. То есть воздействие ее идет не на мышечную систему, то есть мы не снимаем спазмы глубокие, не прорабатываем мышцы, всякие триггерные точки, здесь такого нету. Цель этого массажа – сделать расслабление нервной системы человека в первую очередь. Косвенно также мы делаем влияние на верхние слои мышц, но это влияние должно быть достаточно мягким, безболезненным. Ощущение болезненности в этом массаже не присутствует совсем. Поэтому все массажные приемы, которые мы выполняем здесь, они должны быть мягкие, плавные, без рывков, без агрессивных глубоких продавливаний. Весь массаж должен быть в мягком варианте выполнения. Поэтому этот массаж является базовым массажем для всех массажистов, которые только начинают работать и в дальнейшем планируют работать, скажем так, самыми популярными техниками, которые будут помогать человеку избавиться от болевых синдромов, зажатых мышц, триггерных точек. Благодаря этому массажу, выполнение в мягкой форме, каждый массажист ознакомится тактильно, выучит тело человека своими руками. Он сможет понимать в дальнейшем, где какие мышцы находятся, где они крепятся. И через некоторое время выполнения такого массажа каждый из вас сможет уже более серьезные массажи выполнять для устранения, так скажем, для яркого эффекта терапевтического, а не просто для расслабления нервной системы человека. Поэтому вот основное отличие: мы не лечим здесь ничего, никакого терапевтического эффекта вы не должны преследовать в этом массаже. И тот же клиент, который пришел, также должен понимать, что он пришел на мягкий массаж, легкий массаж, и не должен ожидать от вас работы с его какими-то болевыми местами, точками зажатыми, там, шеей, спиной или там икроножными мышцами. То есть человек, если пришел, просит wellness-массаж, каждый массажист должен ему объяснить, что это означает, какой эффект. Перед началом сеанса вы должны с клиентом это обговорить, уточнить, чтобы человек получил ожидаемый результат. То есть он не пришел с болью в шее, просит wellness-массаж, и во время wellness-массажа он говорит: а давай здесь сильно сделаем, потому что мне здесь болит. То есть в wellness-массаже такого не присутствует. Вы как массажист должны это понимать, и как клиент, который пришел, тоже должен это знать и понимать. Потому что многие люди, которые идут первый раз на массаж, они толком не знают разницы между массажем, который воздействует на мышцы, на глубокие слои, или массаж, который мягкий, легкий. И также второе бывает, что некоторые массажисты, делая wellness-массаж, считают, что они должны справиться с какими-то зажатыми мышцами, проблемными участками у человека. И клиент, который уже, допустим, раньше где-то был на wellness-массаже, который правильно делали, мягко, легко, получил удовольствие, расслабился, он тут к вам приходит, и вы вместо обычного wellness-массажа легкого делаете болючие массажи, там, прожимаете какие-то точки, потому что нашли зажатую мышцу. То есть должно быть обоюдно с обеих сторон, как с массажиста стороны, так и клиента, понимание, что wellness-массаж – это для расслабления в первую очередь нервной системы человека. Второй эффект – мягкое воздействие на верхние слои мышц. Это такое было определение wellness-массажа. Второе. Мой wellness-массаж отличается от других, которые преподаются во многих школах массажа. То ли в Европе, то ли там в азиатских странах, то ли в Америке. У меня базовый массаж,
которые я изначально изучал, это были тайские техники. Дальнейшее это было классические массажи, европейские, какие-то лечебные техники. Итог такой, что я взял определенный прием с каждых техник массажа и применил в одну последовательность, в одну последовательную систему своего массажа. То есть у меня есть часть массажных приемов с тайского массажа, часть массажных приемов с классических массажей. Поэтому мой массаж кардинально отличается от того, что можно увидеть, попробовать в других школах, там, в других каких-то массажных салонах. Отличие то, что я обязательно первой части массажа делаю прожатие мышц мягкое через, в данный момент сегодня будет это через полотенце, можем также делать через покрывало, но через ткань обязательно. Первая часть прожимания, вторая часть с маслом. Массаж по маслу будет. Еще кардинальное отличие. Весь массаж у меня начинается, все массажные приемы с низа тела человека, с ног, со стоп, с ног. Заканчиваю головой. Почему так? Есть человеческое телостроение. Мышцы, связка мышц начинается у нас со стоп, заканчивается макушкой головы. То есть это определенная связка мышц, которые полностью связаны между собой. Начало здесь, заканчивается здесь. Почему так? Почему не от головы к ногам? Потому что каждый сигнал, который дотрагиваюсь, передается через все тело в головной мозг. Поэтому все ощущения тактильные, которые человек получает у меня на массаже, дабы в итоге в конце массажа полностью человека расслабить, я заканчиваю массаж на голове. То есть, если есть тактильные ощущения какие-то у человека, они передались по телу в голове, могут быть слегка зажатые мышцы. Все передается через шею, через голову. То есть, если мы начнем делать с головы, через шею, спину и дальше к ногам пойдем, и вдруг будет какой-то тактильный, не совсем приятный эффект у человека, он все равно отразится в итоге на мышцах шеи, на мышцах головы. Поэтому, чтобы мы убрали полностью все некомфортные моменты, которые могли быть в процессе массажа, мы начинаем только с ног и заканчиваем на голове. Это то, что касается задней поверхности. Начинается массаж задней поверхности. Дальше человек переворачивается на спину, ложится, и мы опять же начинаем с ног и опять заканчиваем шеей и тыльной частью головы. Что включается в массаж? Какие части тела? Сегодня я продемонстрирую общий массаж, максимально общий. То есть я постараюсь поработать стопы, заднюю поверхность ног, ягодичные мышцы, спину, руки, зона шеи, голову. Потом передняя часть, опять же, будет зона ног, передняя часть полностью, живот, грудная клетка, зона декольте верхняя. И продублируем повторно массаж тыльной части шеи с затылочной частью головы. Это вот максимальный эффект расслабления. Массаж лица, как правило, в общий wellness-массаж редко включается, потому что это отдельная процедура, которая требует отдельного масла нанесения для лица. То есть если время и заказ клиента на массаж это позволяет, можно добавить полноценный массаж лица, но это в отдельных случаях. Как правило, полноценного массажа лица при wellness-массаже я не делаю, потому что это время, это другие ингредиенты должны, другое масло присутствовать для этого массажа. Что еще хочу сказать? Массажные приемы.
То есть то, что я буду демонстрировать, эти массажные приемы являются универсальными. Универсальными их я буду сейчас выполнять мягко или со средней силой, не применяя со своей стороны каких-то дополнительных усилий. То есть для меня будет достаточно веса моих рук и легкого смещения вдоль стола выполнять эти массажные приемы. Но эти массажные приемы универсальны тем, что при необходимости в дальнейших массажах, когда мы хотим сделать глубокий массаж мышц, все те же массажные приемы, что я сейчас буду показывать, использовать, они очень хорошо, прекрасно используются для сильного глубокого массажа в перспективе. Поэтому их поочередность у меня выстроена так, чтобы я мог облегчить себе конечный итог для проработки, для более глубокой проработки мышц, когда я буду в глубоком массаже мышц искать зажатые проблемные волокна, триггерные точки. Поэтому все массажные приемы должны идти в строгом порядке, которым я сегодня покажу, и выполняются поочередно. То есть мы этими массажными приемами проработаем все мышцы полностью, задней поверхности тела и передней поверхности тела последовательно. То есть если мы проработали одну ногу, сделали то количество и те массажные приемы в определенном порядке, на следующей ноге мы делаем то же самое. Дальше у нас будет вверх спины, будут следующие массажные приемы, которые я буду выполнять сначала, допустим, на поясничном отделе с одной стороны, потом с другой. То же самое касается спины. Если я выполняю определенные массажные приемы с правой стороны, то же самое я дальше делаю с левой стороны. Тоже касается рук. Это очень важную роль играет. Даже в wellness-массаже, который легко мы выполняем в легкой форме, это играет очень сильную роль для максимального получения удовольствия человека от массажа для его нервной системы. Потому что есть ощущение тактильное. Человек, когда одинаково получает ту же дозу тактильного внимания, легких прожатий, выдавливаний, и когда на другой ноге мы сделаем чуть меньше, что-то не то. Для человека это не будет полноценного баланса. Поэтому важно изначально вам будет выучить последовательность массажных приемов, и после этого добиваться и правильного выполнения технического. Приступим. Также положение тела вашего клиента на массажном столе. Обязательно должен присутствовать быть валик под стопами. Это обеспечивает хорошее положение для коленных чашек, потому что если его убрать, и мы будем делать любые манипуляции на ногах, коленная чашка будет вдавливаться в массажный стол. Это будет дискомфортно, этого делать нельзя. Поэтому массажный валик обязательно. Далее. Руки должны находиться вдоль массажного стола, вдоль тела клиента. Потому что другое положение рук заставляет включаться мышцы между лопатками, шею, трапецию включают. Поэтому тут желательное положение, руки вдоль тела находятся. И дальше положение головы должно быть прямо, смотреть в окошко в массажном столе, подголовнике. Это самое идеальное положение тела, в котором человек находится. Весь массаж, то есть тревожить его, смещать руки, спину, то есть мы никаких сворачиваний, скручиваний, мы ничего не делаем. То есть человек должен находиться весь массаж в таком расслабленном положении и получать удовольствие от массажа. Второе еще. Для комфорта клиента тело его должно быть весь массаж укрыто. Открывается только та часть тела, на которой мы делаем массаж, с маслом. Как я раньше говорил, первый этап массажа мы делаем через ткань прожимания. Поэтому все тело сейчас будет укрыто,
я сделаю прожимание. Прожимание занимает 10-15 минут в начале сеанса. Для демонстрации я сделаю их через полотенце. Далее я приоткрою тело и сделаю дополнительно повторно без полотенца для более явного примерно, куда я нажимаю, на какие участки мышц.
Сейчас я вам продемонстрировал первый этап. Начальный – это прожатие боли через полотенце. Сейчас я повторю то же самое, уже с детальной демонстрацией техники прожатия и с объяснениями на каждом участке зоны тела. Для этого я приоткрою, но хочу отметить, что все прожатия нужно делать только через ткань, потому что первый контакт с вашим клиентом более плавный, более доверительный получится через ткань, когда вы к нему будете притрагиваться не к коже полностью, а вначале через полотенце. Поэтому это первый эффект. И второй эффект – нету скольжения, потому что когда вы своей рукой будете притрагиваться к коже человека, может быть скольжение. Это будет не совсем приятно. Натягивать кожу дополнительно, создавать болевые ощущения иногда. Обязательно делаем прожатие через ткань. Так, ну что ж, теперь я продемонстрирую вам более детально, более наглядно, как это делается. Сама техника прожатия. Все прожатие мы стараемся делать наклоном нашего тела, нашего корпуса. То есть, делая прожатие, я делаю с ног, со стоп начинаю. Силу рук сейчас не применяю совсем. То есть у меня нету толчка руками за счет трицепса, силы плечей, только за счет своего массы тела. Сама техника прожатия, мы дотронулись и сделали более глубокое прожатие после этого. Отпускаем, то же самое. Плавно отвели корпус свой и убрали недалеко руки. То есть не надо нам вот так делать. Делаем коротко, практически не отрывая руки от ткани, от полотенца. Дотронулись, перенесли вес. Плавно отвели корпус обратно, убрали руки, переставили чуть вперед, дотронулись, опять перенесли вес. Смещаемся от 2 до 3 до 5 сантиметров. Следующее. Чем я нажимаю? Ладонью я нажимаю основание ладони. Как правило, основание большого пальца или основание всей ладони. Естественно, участвует у меня как бы вся ладонь, но акцент делается на вот эту часть. Если мы перенесем акцент на следующую часть ладони, мы будем делать сильное давление себя на запястье. То есть, допустим, я сейчас нажимаю дальней частью ладони возле пальцев, чтобы хорошо прожать. У меня здесь напрягается, сильно изгибается рука. Так я прямо давлю кистью своей, плавно, мягко. Так я давлю, человеку нормально давится, но здесь у меня уже пережимается запястье. В итоге у вас будут потом болеть запястья. Поэтому контролируйте угол нажатия своего запястья, чтобы было комфортное положение ладони. Поэтому используем только основание ладони для хороших продавливаний. Они будут мягкие, не сильные, но в итоге, пока вы все тело проработаете, и если будете делать неправильно, у вас будет болеть запястье. Еще можно использовать большой палец в прожиманиях. Да, если у вас достаточно сил,
Это более такие детальные прожимания. Прожимания идут, они приятные, достаточно тактильно. Но прожимание большими пальцами требует от вас немножко больше затрат своих сил. Третье. Направление прожатия. То есть я не просто нажимаю куда-либо. У меня есть желание целевое прожать под прямым углом. То есть если у нас вот стопа сейчас так, пятка, допустим, у меня желание прожать ее под прямым углом по направлению, как я указываю сейчас пальцем. То есть у меня не просто вот, когда я нажимаю здесь, в этой области, то есть я не тяну вниз, я просто нажимаю прямо ее. Когда я дальше здесь нажимаю, я тоже стараюсь их прямо прожать под тем углом, под прямым углом. То же самое касается всего тела. Когда я перехожу дальше на прожатие, я стараюсь прожать прямо. Вниз придавить. Это одно из самых основных прожатий, которые мы используем здесь. Второе прожатие, которое может быть прожатие со смещением. Я его использую на спине. Особенно это вот хорошо, когда мышечный валик вдоль позвонка. Это мышцы разгибатели, они идут прямо как бы друг за другом возле позвонка. Чтобы мягко их хорошо растянуть, сместить, я использую прожимание со смещением. То есть я сначала прожал сверху вниз и потом немножко сместил в сторону. Плавно. Отпустил опять. Прожал и сделал смещение в сторону. Я сейчас пальцами продемонстрировал. Это делается основанием ладони, вот прям углом ладони. Когда мы будем работать по спине. То есть моя ладонь углубляется между позвонком и мышечным валиком. Здесь у нас есть место. Углубились, сдвинули в сторону. Это вот второй вид прожиманий. Так, возвращаемся обратно и продолжаем последовательный массаж, начав со стоп. Для стопа я делю на две линии. То есть вот внутренняя линия, внутренняя сторона захода на пятку и по внешней линии. Вот такой круг делаю. Два-три круга таких прошел. Дальше выхожу на верх пятки. Вот именно здесь крепление ахиллова сухожилия идет. На него я давлю под этим углом. То же самое основание центра ладони. Также я могу давить одновременно двумя руками, могу делать поочередно, переваливая вес с руки в руку своего корпуса. Это добавляет такого приятного ощущения к вашему клиенту. Далее смещаюсь к икроножным мышцам. Для более удобного положения я уже становлюсь сбоку стола. И вот положение рук вы видите V-образным.
То есть для меня физически, физиологически удобно в этом положении держать руки. И для клиента это одинаково получается, то есть по симметрии. Так и так. Таким образом я дальше прожимаю икроножные мышцы. Особенность проработки задней поверхности ног: мы не делаем акцентированных прожатий в этой зоне под коленом. Примерно центральная линия под коленом сантиметров в одну сторону вниз и сантиметр в другую сторону. Здесь все-таки большое скопление лимфоузлов. Мы их сильно не прожимаем. То есть мы на них налаживаем руки. Но это буквально наложили руки и отпустили. То есть у меня нету прожатия. 2-3 прохода делаем по икроножных мышцах. Проходим зону под коленом и выходим на бедренную часть ноги, заднюю часть ее. Положение рук тоже. Бедренная часть ноги более объемна, больше мышц находится. Можем сделать поочередное прожимание. Проработав бедренную часть, задний бицепс, мы переходим на ягодичную часть. Положение рук остается тоже. Мы доходим до крестца. Крестец, зона крестца. И как раз то же положение рук, которое у вас находилось, вы четко попадаете ваши руки четко попадают по линии крестца и на его треугольник. Как раз здесь идет мышечное крепление ягодичных мышц. Прожимаем. Так как объем ноги большой здесь у нас, бедренной и ягодичных мышц, для более эффективного объемного прожатия мы смещаемся в сторону и прожимаем боковую часть ноги и ягодичных мышц. Для этого мы становимся сбоку стола, плавно делаем далее прожатие по боковой части бедра. Также что стоит еще здесь отметить? У нас находится здесь тазобедренный сустав. Вот кость. Визуально она ощущается. На нее мы тоже не делаем прожатий, не продавливаем, потому что это будет для вашего клиента не особо приятно. А массаж на суставы мы не давим. Он остается, этот тазобедренный сустав, постоянно между моими руками. На него я не захожу. Также моя левая рука доходит до начала коленного сустава. То есть на сам коленный сустав я здесь тоже давления не делаю.
Далее плавно смещаемся и переходим, становимся впереди стола, с угла его. И начинаем акцентированно прорабатывать уже зону крестца. То есть сам крестец у меня сейчас остается между моих рук. На крестец я пока не зашел. Я поработал верхнюю часть ягодичных мышц. Далее я зайду на крестец. И вот в этом положении, это, конечно, зависит от телосложения человека. Сейчас мне удобно прижимать саму зону крестца основанием больших пальцев. То есть не полностью основанием всей ладони, а основанием больших пальцев я здесь задействую. Я очень хорошо, точно попадаю на сам крестец. Прожимание крестца безопасно. Мы только не заходим уже за крестцовую зону, на зону копчика. Туда мы не заходим, там мы не продавливаем. Проработав эту зону, далее мы будем переходить на уже поясничный отдел и на спину в целом. Смещаемся на поясничный отдел. И проходим далее кверху спины. Дошли до удобного положения на плечах, чтобы было удобно руки ставить, не заламывать сильно угол вниз, потому что это будет некомфортно для вас. Дошли и возвращаемся обратно. Главная особенность работы с зоной спины – то, что мы не давим на наши позвонки. Остистые отростки, вот эта линия центральная, мы работаем строго вдоль линии по мышцах. Вы можете тактильно попробовать. Здесь идут у нас косточки. Это остистые отростки. На них мы не давим прожатиями. Второе. Это было первое. Второе. Зона поясницы самой. Здесь у нас дальше начинается низ грудного отдела, где ребра уже пошли. Вот эта зона у нас не защищена сильно. Здесь очень мягкие прожатия должны быть. Тактильно мягенько. Когда мы слегка поднимаемся выше, здесь прожатие слегка увеличивается в силе. И третье. Мы не делаем прожатия на ребрах. То есть прорабатываем только наши разгибатели, паравертебральную зону мышц. Но мы не спускаемся на ребра. Здесь мы прожатия не делаем. Продолжим. После одновременного прожатия обеими руками можем перейти на поочередное прожатие. Такие мелкие шаги руками делаем. Акцент в прожатии у меня сейчас на основании большого пальца идет. Ладони. Три-четыре раза прожал. Мы переходим на следующее прожатие со смещением, то, что я уже раньше показывал. Одновременно двумя руками, вот в таком положении, не совсем удобно и комфортно делать. Намного комфортнее делать поочередно каждой рукой.
Прожали, сместили, прожали, сместили. Все должно получаться мягко, плавно. Далее смещаемся, становимся в начале стола. И такой переход делаем. Для прожатия с другой стороны. То есть, как вы можете заметить, одна рука у меня практически всегда остается вверху спины. Вот это зона лопатки, зона между лопаткой и шеей. Это максимально стрессовая зона, которая требует более детальной проработки. Поэтому одна рука у меня здесь всегда остается, а вторая смещается по всей спине. Далее я опять смещаюсь, стою в начале стола. И с этого положения выхожу на сами лопатки. Делаю мягкие прожатия по них. Сами лопатки, как правило, не обладают сильно большой мышечной массой над них. То есть тонкие мышцы. Поэтому прожимаем мягко, аккуратно. И далее выходим на руки. Если вам физически позволяет ваше телосложение стоять в начале стола и прожимать сразу обе руки, вы так делаете. Если вам неудобно, вы не дотягиваетесь полностью, вы можете после прожатия лопатки сместиться только на одну руку и поработать, прожать одну руку только. Таким образом. Особенность прожатия рук. Рука у нас состоит из, допустим, вот верхняя часть, это трицепс и бицепс. Бицепс мы с этого положения особо не достаем, он как бы и не прожимается достаточно. Все основное внимание у нас идет на тыльную и внутреннюю часть руки, это трицепс. Если мы будем неправильно резко его прожимать, в этой части, вот при среди плеча, он будет у нас резко проскальзывать в сторону. То есть он заходит, вот его строение примерно такое, заходит на кость саму. Когда мы нажимаем эту мышцу, он с кости будет соскакивать. Поэтому здесь аккуратно специфическое строение мышц. Мы должны при прожимании слегка вот дотронулись, отвели в сторону и тогда только нажали. Тогда человеку будет приятно, не будет болезненного ощущения. Это очень серьезный фактор в этом массаже, что все приятное прожатие тела, неправильно прожав руки, трицепс особенно, сделал болючий массажный прием, вы испортите часть массажа человеку. Это первое, что касается руки. Второе, сам сустав.
сам локтевой сустав мы не прожимаем. Мы доходим вот таким образом до него, но сам сустав не нажимаем. Дальше мы пропускаем и следующую же часть нажимаем чуть ниже него, уже на само предплечье. И идем по сгибателям наших пальцев. Также здесь я дохожу до запястья. На само запястье я тоже не прожимаю. Так же самое, прожатие ладони я не делаю. Здесь много маленьких суставов, которые вы можете, у человека могут быть даже проблемы с ладонями. Вы с такими прожатиями сможете не ощутить, можно ли, нельзя ли делать такие прожимания. То есть главное правило, суставы мы не прожимаем. Дальше мы будем ладонь только с маслом прорабатывать. Поэтому дошли до запястья, вернулись обратно. Выходим опять на лопатки. И дальше нам нужно сместиться чуть-чуть назад, сделать наклон своего корпуса вперед. И сделать прожатие верха спины. Именно самой верхней трапеции возле шеи. Плавно, мягко. Прожатие здесь лучше делать поочередно, каждой рукой. Потому что прямо вот двумя руками вам будет тяжело держать равновесие свое. Когда вы поочередно каждой рукой прожимаете, вам намного легче держать свой баланс. Для более уверенного постановки своего тела можете сделать шаг вперед. Работаем по верху трапеции. То есть доходим до зоны 7-го шейного, максимально близкие руки, максимально близко свои руки ставим. И возвращаемся к плечам. Так делаем 2-3 прохода. Также здесь у нас уже анатомически начинается плечевой сустав. Кость здесь идет. На кость мы тоже стараемся не давить акцентированно. То есть мягко мы затрагиваем ее, но мы нету цели прожать. Прожимаем только область, где у нас есть мышцы, где у нас есть трапеция. Поэтому дошли. Плечевой сустав прочувствовали все под рукой, дотронулись, но не нажали сильно. Работаем мягко по трапеции только. Проработав 2-3 прохода, сделал по трапеции, выходим наверх спины. На этом у нас прожатия заканчиваются. Далее мы делаем такое мягкое заглаживание по верху полотенца, сигнализируя, что мы этот этап окончили. Следующий этап, это уже у нас начинается массаж с маслом. Начинаем со стоп, с ног.